Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Лев на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, что ждет до конца мая, события и неожиданности до конца месяца. Итак, что же случится, что произойдет в вашей жизни, давайте узнаем. А возможно, это будет стремительно, внезапно. К чему все идет, тоже с вами узнаем, что будет продолжаться. Но вначале мы построим наш прогноз несколько иначе. Мы достанем с вами две карты, а вы загадайте желание. Осуществится ли оно? Осуществится ли задуманное? И не торопитесь выбирать. Вполне вероятно, вы измените концепцию, постановку вопроса в течение того, как вы посмотрите именно это видео. Или сам вопрос отпадет, или вполне вероятно, вам потребуется несколько видоизменить, как будто поиграть со своей интуицией, к примеру, спросить у карт, если я поступлю каким-то определенным образом, да, и загадать по вариантам, что будет, например, да, а если я поступлю как-то иначе, или вообще ничего не буду делать, ну или какие-то другие варианты, сколько людей, столько мнений, как вы решите, так оно и будет, и я так думаю, подсказок будет больше. И зададим вполне конкретные вопросы. У нас колода Ленорман в Чаромаркете. Первое, так что же будет у вас стремительно, неожиданно? Что вас удивит, возможно. Раз удивит, значит уже неожиданности элемент присутствует. И что уйдет, что завершится до конца мая? Возможно, какое-то дело, которое вы сумеете, успеете довести до ума, закончить или с чем-то определиться. А что придет взамен? Как изменится ваша жизнь? Возможно, изменитесь вы сами. И спросим, к чему же все идет, что будет продолжаться. И следующая карта – приятный сюрприз, который вас ожидает до конца мая. Именно что-то приятное и неожиданное тоже. Давайте будем узнавать. Это мы оставим на самый финал расклада. А сейчас... Так что же вас удивит? Что для вас будет внезапно, неожиданно? Карта силы. С одной стороны, это ваша сильная позиция. Нам изображен медведь, причем белый. Говорят, белые медведи самые сильные среди всех медведей. Это может свидетельствовать, безусловно, о смене вашего статуса. Ну, понятно, у кого-то за май не изменится, но я должна сказать, у вас эти планетарно тоже именно ваша больше позиция, которая касается достижений труда, или по работе, да, вот если мы говорим статус, может быть и карьера, точно так же, это все я не про карты, а именно об астрологию. Более подробно вы можете прочитать на моем сайте, и ссылки я оставлю в описании под видео. Так вот, это вы можете решить, например, какое-то новое дело открыть или затеять какой-то проект, почему нет, как дополнительный источник дохода. А для кого-то из вас статус, как бы самореализация – захотите, может быть, именно свое личное дело открыть, да, и будете делать первые шаги. И тогда карта будет говорить о том, что это может быть сам по себе активный месяц, когда много общения с высокопоставленными персонами, лицами. Может быть, так будут складываться события. Возможно, вам потребуется пойти в какие-то инстанции, посетить, чтобы разобраться, да, тоже с делом, как работает в отношении вас закон или какой есть порядок. Ну, давайте пойдем с вами дальше и спросим, а что же уйдет? Что вы сможете завершить? У вас сильная позиция однозначно. Но и если вы встречаетесь вот с такими людьми, персонами, которые тоже имеют рычаги влияния в своих руках, то тогда вы с ними чувствуете себя наравне. У кого-то может быть, кстати, побудительный мотив вообще сменить окружение. Вот такое. Тоже допускаю. Что завершится? А вы знаете, видимо, пересматривать будете свои планы. И вполне вероятно то, что вы карта ребенок. То, что вы, может быть, и начинали совсем недавно. Ну, может быть, и месяцы тому назад. С января, да? А тут вы понимаете, нет. Вот эта конструкция не сработает, мне нужно видоизменить. Вы даже новые как будто начинания можете трансформировать во что-то иное. Или, в принципе, я допускаю отказаться. Что завершится? У кого-то может завершиться буквально, у кого есть дети. Может быть, сложная ситуация, которая была связана с вашим ребенком. Может быть, и со взрослым. Ну, давайте поточнее. Что это? Чего это касается? Что вы завершите?
Да, тут больше какой-то, знаете, ваше решение. Вот давайте скажем. Так, в целом, чтобы можно было понимать. Допустим, вы, скорее всего, с чем-то определились или взяли для себя новую стратегию. И это было недавно, относительно, плюс-минус у каждого по-своему. Это касалось решения семьи, взаимоотношений. Может быть, и с детьми, может быть, и с любимым человеком. У кого-то касалось дома. Вы как будто с чем-то определились. И вот вы теперь понимаете, что нет, вот этот проект в том варианте не пойдет. Здесь может вам захотеться, может быть, так влияют на вас обстоятельства или решения людей. Тут может и как ваше взрослое чадо, например, у вас оповестить, какую-то новость вам принести, тоже не исключаю. Но точно так же это для кого-то, к примеру. Даже отношения, да, которые были, ну, как-то ни шатка, ни валка шли. И, может быть, тоже за предыдущий период вы уже приняли какое-то решение. Вот здесь вы что-то переиграете. Это не то, что завершается. Это, как знаете, потеря интереса к какому-то направлению. Это точно. Потому что, посмотрите, карта выбора. Конечно, это тот выбор, может быть, да, мы многого хотим, но вот, видимо, чувство реализма у вас будет развито, ощущения, да, как интуитивные какие-то прозрения, они могут быть в течение мая. Потому что то, что вы себе приняли как какой-то план, или то, что вы думали, я буду поступать так, вот сейчас, либо неинтересно вам, или появляются какие-то новые нюансы, которые значительно более перспективны, нежели прежняя задумка, либо у людей что-то меняется, неважно, это ваши близкие, или это просто какой-то контактный круг лиц, и в зависимости от этого вы именно будете как еще и выбирать что-то, выбирать лучшее. Единственный момент, тут не замечтаться, конечно, об этом говорит карта. Но у вас выпала карта медведя, и нам говорят, что сильная позиция, значит, и выбор сделаете правильно. А рядом у нас десятка чаш, поэтому тут какие-то приятности идут на ваш порог. Но все же, что придет взамен? Ну, даже нечего сказать, нечего добавить. Карта Солнца. И все то, что я сейчас долго говорила, эта карта подтверждает. Почему? Я не буду дополнительно доставать, потому что карта выбора правильного направления. Вот что-то у вас станет абсолютно точно, ясно, четко, программируемо, я бы даже так сказала. Правда, прочитайте гороскоп астрологический, подсказок будет больше, потому что хоть и объединяет один знак зодиака, а тем не менее судьба у каждого своя. Но вот это направление, вы как будто избираете в мае то, в отношении чего вы будете активно действовать, работать, продолжать какую-то концепцию новую или с элементом новизны. Это точно. Потому что по аркану Солнца это, знаете, это и ясность, с одной стороны, приходит, да, что нового, что идет в вашу жизнь вообще. Возможности, безусловно. И это, знаете, такое ваше место под солнцем, хочется сказать. Но всегда это активность, всегда это действие. И где-то готовность что-то корректировать. Но сама по себе карта, это, знаете, когда какое-то желание сбывается. Или когда, ну вот знаете, как аура, атмосфера вокруг вас складывается в мае месяце. Не просто более перспективно, а более радостно, более гармонично именно. И при этом, при всем, ваша сильная позиция. Что будет меняться? Как изменится ваша жизнь? Наверное, сегодня вообще дополнительные карты не нужны, не буду доставать, потому что лучше враг хорошего. Очень емкая карта рыбы. С одной стороны, у кого-то, правда, проиграются вопросы дома, переезда. Может быть, и благоустройство дома. Что-то вы тут будете или захотите переделать, переиначить, как минимум. Для кого-то задумка, да, сама по себе о путешествиях, может быть. Ведь знак рыб, даже вот символ, это как две рыбы, плывущие в разные стороны. Кто-то задумается, может быть, о бизнесе, связанном с туризмом, а кто-то задумается сменить место жительства. То есть перемещения какие-то предполагаются. Но рыбы – это еще и богатый улов. И соответствует королю Пентаклей, ну или королю Бубен. Тому человеку иногда эта карта олицетворяет наших близких.
иногда супругов тоже вот может говорить. У кого-то вопросы с банками могут быть, и что соответствует тоже аркану рыбы. Вот тут что-то не просто в вашей жизни меняется и в личной, и где-то по достижениям, по вашей занятости, вашим перспективам, но тут еще и по финансам. Как будто открываются для вас, ну, скорее тут вы сами себе что-то открываете, не просто на какой-то короткий период, но и на более продолжительный, когда ваш статус, он как бы соответствует. Вот, кстати, кто-то из вас может задуматься всерьез о смене имиджа, потому что либо нужно по статусу как-то по-другому выглядеть, может быть, это и будет связано с вашим ближайшим окружением, но явно какая-то внутренняя трансформация приходит в вашу жизнь именно из-за того, что вы оказываетесь вот в ореоле каких-то возможностей или перемен самих по себе, или перемен в жизни тех людей, которые входят в ваше ближайшее окружение, как и по работе, так и по личной жизни, что будет продолжаться. Но не все, наверное, так гладко. И тем не менее, очень добрая карта. 6, я часто говорю, это всегда победа. Но если мы берем нумерологию, всегда наша активность начинается с одного, как с первого шага, и 6 это уже вершина. Но не случайно, наверное, 6 число, да, и тем не менее, тучи называется эта карта. Причем тучи это не есть что-то постоянное. Поэтому где-то цикличность, мои дорогие, об этом нам говорит карта. И, может быть, будут продолжаться вот такие и еще перемены, как бы, да, перемены могут где-то окутывать наше настроение, могут влиять некоторые позиции, связанные с другими людьми, или то, что происходит и приходит в нашу жизнь от обстоятельств, в зависимости, ну, буквально, может быть, от места, где вы находитесь, от страны. То есть что-то вокруг еще будет где-то зыбко. Но нужно мудро к этому относиться, потому что всегда тучи не постоянно, об этом нам говорит карта. И на смену тучи выглядывает солнце. Опять же что-то проясняется. С чем это связано? Что будет продолжаться? К чему все идет? К получению денег, прояснению по финансам, прояснению ситуации по работе. К чему все идет? Ну вот, видимо, такое, да, что-то полярное. С одной стороны, мы можем говорить четверка чаш, это где-то карта бездействия. Иногда она совпадает с отдыхом, иногда она совпадает с эмоциональным выгоранием. Это как хроническая усталость. Но с учетом 6, да, если мы говорим победа, да, какая-то есть. И здесь финансовая может быть победа. Но, может быть, от вас это потребует больших затрат по энергиям. Поэтому может быть такое, как эмоциональное выгорание. А вот как раз эмоциональное выгорание – это и есть некоторая туча, когда мы просто на фоне усталости начинаем искаженно воспринимать некоторые вещи. Недаром есть такая поговорка древняя китайская: уставшие люди делают ошибки. Поэтому вам нужно чередовать обязательно режим труда и отдыха. Само по себе все равно это что-то благоприятное. Итак, приятный сюрприз, то, что вы не ожидаете, то, что вы не предполагаете. Что соответствует где-то аркану медведь? Башня. И в колоде Ленорман это не та башня, которая у нас присутствует в Таро. Мы чаще воспринимаем башню как трансформацию. Здесь нет. Здесь именно какие-то высокопоставленные лица, конкретно как система иерархии, система власти. Когда вам нужно договориться с какими-то людьми, возможно, это будет много контактов. Я вот где-то все то, что говорила по аркану медведь, и вот приятные неожиданности, они могут быть с чем связаны. Когда вы даже отправились в какую-то контору, в какой-то офис или в чей-то офис, и вдруг вы узнаете какую-то информацию, которая вам как на руку. Или когда вы можете с кем-то согласовать очень важное действие или событие, которое именно для вас повышает, может быть, ваш рейтинг или дает перспективы, или для вас будет своеобразный базис. Потому что иногда по аркану башня – это сама по себе система иерархии или законы. Почему я и говорю, это выше поставленные или, может быть, какие-то люди, которые
ну, вообще не принадлежали к вашему ближайшему кругу. Вот это ведь приятная новость. Поэтому, может быть, вы словно будете себе добавлять знакомых новых, или так судьба вас будет сталкивать, когда именно для вас это будет как хорошая перспектива. Вверху у нас аркан Солнца. Ну, для кого-то. Приятная неожиданность будет в том, что вы подпишете контракт, какой-то документ, или получите какой-то документ именно в инстанциях. С чем это связано? Может быть, кто-то всерьез задумается, королева чаш, о том, чтобы оформить отношения. Вполне вероятно, у кого-то это будет связано с вашим близким человеком, а может быть, с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион. Рыцарь Пентаклей может свидетельствовать еще и вот о чем. Приятная новость – это когда вам кто-то может помочь. Иногда в моих раскладах, когда выпадает рыцарь Пентаклей, к примеру, вам нужно какой-то платеж провести. Провести платеж или вам нужна какая-то сумма денег. Может быть, вам нужно какой-то документ очень важный составить. Хотя я не исключаю, что это может быть нужно кому-то из ваших близких. Вполне вероятно, у кого-то все-таки мы все разные, да, к примеру, это вы уже кому-то что-то пообещали, но в принципе это как ваша помощь предполагалась, да, когда вы не могли кому-то отказать. Тут может быть такая приятная новость, когда человек, к примеру, вам сказал: нет, спасибо, я сам как бы выкручиваюсь. Ну, я даже такой вариант допускаю, будем реалистами. Но для тех, кому необходимо вот именно решить какой-то вопрос, здесь могут прийти как и люди, знающие, толковые. Это не просто советы посторонних, а дельные советы. Или буквально помощь именно по финансам. Но это точно так же и для вас будет свидетельствовать о том, что ведь иногда эта карта как марафонский забег. Вы действительно как обрастаете новыми связями, новыми контактами, которые, вот это как приятная новость, которые точно следует сохранять для кого-то из вас. Оказываясь, вот, кстати, внимание, я не исключаю. Понятно, не для всех, но, может быть, когда вы куда-то отправляетесь и совершенно не думаете в этот момент о любви, о личной жизни, у кого-то будет знакомство новое с человеком, когда он не принадлежит, опять же, вашему кругу. И решали вроде бы рабочие вопросы или какие-то иные, но больше делового характера вопросы. А состоится важная встреча, которая может перерасти или в долгую дружбу, а то и в нечто большее. По крайней мере, я этого не исключаю. Итак, дошли мы с вами в нашем раскладе постепенно. Сбудется ли ваше желание? И я открываю первый вариант. Да, безусловно, ваше желание сбудется. Нам карта подсказывает двойка кубков, особенно если это касалось личной жизни или если это касалось договоренностей. И неважно, либо это любовного характера, может быть, у кого-то помириться. Все-таки двойка нам больше говорит об искренности. Она подсказывает, что, в принципе, какой-то диалог намечается. Без диалога вопрос не решится. Это тоже подсказка. Поэтому будьте готовы к какому-то разговору. Я не исключаю, что, возможно, и вам придется, ну, такие какие-то лазеечки даже найти, чтобы, ну, как инициация важной беседы, важного контакта. Здесь вам и люди могут помочь. Я вот об этом долго говорила. И причем это касается любой сферы. Конечно, у кого-то по части помиримся мы или нет, конечно, можно помириться. Хотя я не исключаю, что, может быть, и вам придется делать первый шаг, вот понимаете? И вот этот первый шаг будет касаться любого, в принципе, контакта или вашей задумки. Может быть, где-то и готовность к компромиссу. Но первый вариант как будто да. Второй вариант – сбудется ли ваше желание, осуществится ли задуманное. Тоже да. Но это карта, которая говорит, что это не произойдет быстро. Это не само по себе исполняется желание где-то с подсмыслом. Может быть, вот кто-то загадал одно, но разные методы. Здесь тоже где-то о том, что нужно действовать. Но чем отличается, к примеру, от первого варианта? Если здесь больше эмпатии, больше лояльности. Это не исключает того, что ваши мысли, они могут быть такие достаточно
холодное, рассудительное. Но вот здесь это предполагается какой-то первый шаг в иное направление. У вас карта Солнца. Это карта заслуженного успеха, ради которого мы как будто должны отплыть от прежнего берега. И для кого-то это будет свидетельствовать о важной поездке или о благоприятном периоде для поездок, перемещений, путешествий, задумок, которые связаны с вторичным доходом посредством интернет, изучением новых технологий, цифровых технологий. Ну, мои дорогие, уран в близнецах. Вы можете, кстати, прочитать тоже на моем сайте статью, как вообще вот эти энергии работают в отношении вас. И здесь, знаете, вот нужно как будто делать первый шаг на что-то, не просто продумать, да, и внутренне решиться, а именно действия. Ну вот, видимо, первые какие-то шаги от вас потребуются, но 6, и это какая-то победа. Вполне вероятно. Вот что будет продолжаться. Где-то решиться даже на тот проект, может быть, на первые шаги, когда вы не можете на 100% что-то просчитать, но ваша как чуйка, да, или ваша интуиция подсказывает, что ну вот нужно действовать. Именно через опыт ты, лев, получаешь какую-то более четкую, ясную картину, нужно это продолжать или нет. И вполне вероятно, ты потом будешь коррекции вносить, мелкие планы как раз корректировать. Но тут как будто у вас может сложиться, если вы мечтали, к примеру, о том, чтобы отправиться в путешествие. Вот если у кого-то совпадает, встретиться с человеком, который на расстоянии. Может быть, для вас это важно лично, либо вам это будет важно для труда, для занятости, именно для заработков, может быть, даже и так, то у вас как будто получится осуществить эту поездку. Но расстояние, да, мы говорим, по расстоянию еще и по времени идет. Вполне вероятно, это то, что не осуществляется буквально в мае, а то, что осуществится несколько позже, потому что это дело требует вот такого, может быть, постепенного, ступенчатого подхода. Но, в принципе, победа есть. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые, искренние комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте мои публикации, ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.